Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 31 октября, вторник. И это вторая часть моего сегодняшнего материала по статье американского журнала The Time о ситуации, реальной ситуации в офисе президента Зеленского. Ситуации во всей Украине и внутри страны, и на полях сражений, а также дальнейшие перспективы. Затем в статье сообщается, что президента еще в феврале предупредили о том, что в Министерстве обороны разрослась коррупция. То есть он ехал в сентябре с визитом, а его еще в феврале предупредили американцы, чтобы он принял меры для того, чтобы его хорошо встретили, его просьбу о предоставлении помощи. И вот с февраля по сентябрь он ни черта не делал. Вернее, как? Он дал своим, как здесь пишется, союзникам или соратникам множество шансов решить проблемы втихую или объяснить отсутствие этих проблем. То есть, понимаете, он дал им: сидите и думайте, выполняйте как хотите. Но или же вы, решаете втихаря эту проблему, или же вы объясняете, что проблемы нет. Вот, в частности, этим и занимался Резников, когда кричал, он меня обвинял, что я же сотрудник ФСБ и занимаюсь распространением ФСБшных ИПСО. Вот таким образом он выполнял, видимо, поручение Зеленского. То есть, если Саймону Шустеру это понятно, то вы думаете, сотрудникам ЦРУ это непонятно, или американского посольства, что речь не шла. То есть Зеленскому дали полгода для того, чтобы продемонстрировать, что он серьезно готов очищать страну от коррупции. Он этого не сделал. Поэтому, когда он начал действовать, просто уволил. Уволил человека, под присмотром которого исчезли миллиарды, я вам говорил, достаточно для приобретения 4 эскадрилей F-16. Так вот, когда он его уволил, было уже слишком поздно, заявил другой старший советник президента Зеленского. И уже союзники западные, то есть американцы прежде всего, и европейцы, уже знали об этом скандале. Они уже знали, что деньги, которые предоставляют на оборону, они разворовываются. И теперь понятно, почему его так встретили, почему был такой разительный контраст между сентябрьским визитом этого года и декабрьским прошлого года. И, как пишет журналист, ладно, там отбрехивались с этими яйцами и так далее. Но некоторые из обвинений трудно вообще опровергнуть, как пишет журналист. Это касается скандалов с разоблачительным материалом о главном советнике Зеленского по экономической и энергетической политике Ростиславе Шурме. Вы знаете эту историю. Когда НАБУ отреагировала на публикацию в каком-то интернет-ресурсе, начала расследование растрат в отношении Шурмы и его брата. Но Зеленский, как сообщается в статье, не стал отстранять своего советника. И что он делает? Вместо этого, в конце сентября, когда Зеленский отправляется в Вашингтон, чтобы продемонстрировать свою борьбу с коррупцией, доложить и попросить деньги, он берет этого коррупционера себе в делегацию в Вашингтон. Есть люди в мозгах, у людей мозги или нет? Скажите. То есть я американцев представляю себя на месте американца, который засылает список и сообщает, что вы должны сделать то-то, то-то. Наверняка там Салливан работал, еще кто там из его ближайшего окружения. То есть они хотели, чтобы были хорошие результаты, они уже вложились в Украину, огромные деньги, надо продолжать дальше. И ему говорят: человек коррупционер, вы решите что-то с ним. А он его тащит туда,
Вашингтон, и он там болтается, как говорится. Я видел, пишет журналист, как он обменивался рукопожатиями с высокопоставленными законодателями и чиновниками из администрации Байдена. Кстати, вот когда я вам рассказывал мое видение, кто такой Ермак, видимо, самая талантливая из его личинок писали мне: а вот как же так? Его столько людей там принимает, жмут руки, видите, вот он стоит в Белом доме, даже Байден подходит. Да вот так же, как и с шаурмой, то же самое. Ну, приволок его Зеленский, что теперь? Мокрой тряпкой тетя Мэри должна гнать его из Белого дома или выгнать Зеленского вместе с его делегацией и сказать: ты кого сюда привел? Вот так вот. Но они все это принимают, делают из этого выводы. Что человек, мало того, что он не борется и не собирается бороться с коррупцией, он это откровенно демонстрирует. Типа, я в гробу вас видал. А почему? Я вам говорил когда-то. В недрах администрации ОПА Ермака было принято стратегическое решение или мысль о том, что Украина настолько важна стала в стратегических, так сказать, планах или раскладах на мировой арене, что теперь никуда американцы не денутся. Теперь можно воровать, они будут обязаны помогать теперь, ну все, то есть теперь не мы их должники, они теперь наши должники. Это было вот опрометчивое решение, о чем свидетельствует нынешняя ситуация с помощью Украины. Ну и дальше. Байден включил помощь Украине в один пакет с Израилем. Как пишет журнал Time. Это было признанием того, что в одиночку помощь Украине уже не имеет шансов в Вашингтоне. Это слишком категорично. Я этого не разделяю. Прокомментирую дальше. Но достаточно сказать, вот, чтобы так не забыть. Сегодня сенатор Митч МакКолл, это лидер республиканского меньшинства в Сенате, выступил с яркой речью, где сказал, что пакет помощи Украине должен голосоваться вместе с помощью Израиля. Мы все в одной лодке, и Израиль, и Украина, то, с чем они борются, это взаимосвязано, это в национальных интересах Соединенных Штатов Америки. То есть он выступил блестящим просто. Сейчас по всем средствам массовой информации пролетело. Влиятельнейший человек. Везде это прозвучало. Но мы дальше пойдем, значит, когда анализ будем делать, что в это время, значит, происходит на Банковой. Так вот, значит, ну да, но это стало понятно, что сам отдельно пакет помощи Украине уже не так легко продвигать. Ну и когда Шустер спросил об этом Зеленского, его мнение, тот признал, что у Байдена, похоже, связаны руки из-за противодействия республиканцев. Белый дом, по его словам, по-прежнему намерен помогать Украине. А чё ж ты, парень, не помогаешь Белому дому бороться с республиканцами? Белый дом теперь обязан не только деньги выделить, а еще и бороться с врагами этой помощи. А эти будут продолжать делать как свое дело, как ни в чем не бывало. Какая странная инфантильность. Дальше в статье говорится: в начале российского вторжения задача Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества. Ну, как я говорил, ему пишут хороший текст, он выезжает, как при Лобановском «Динамо Киев». Выездная модель игры, он мастерски произносит эту речь, все аплодируют, все хорошо. Но теперь уже все. Задача усложнилась. В ходе зарубежных поездок и телефонных переговоров ему теперь необходимо убедить мировых лидеров в том, что помощь Украине отвечает их собственным национальным интересам, что она, по выражению Байдена, принесет дивиденды. Ну, ему, наверное, рассказали про статью Роберта Гейтса, о которой я вам рассказывал. Я думаю, я вам рассказал раньше, чем об этом доложили Зеленскому. А может быть, прослушав мое видение очередное, ему рассказали, теперь да, начал говорить о дивидендах.
Но перед лицом альтернативы заморозить войну или проиграть ее Зеленский не видит иного выхода, кроме как продолжать ее до зимы и после нее. «Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны», – говорит он. С этим нельзя не согласиться, безусловно. Вот краткое содержание, господа, этой статьи. Повторяю, там масса деталей. Масса деталей. Рекомендую прослушать, я выставлю ссылку на нее в мастерском исполнении. Я уверен, пока еще не слышал, но уверен, что это будет мастерское исполнение Юрия Рашкина. Ну, а теперь краткий анализ по тезисам. Что это было и на что это все нацелено. Ну, то есть, понятно, что это не откуда-то из пальца высосано, это прямо вот от Зеленского и его ближайших помощников. Если суммировать всю статью, повторяю, я вам только тезисы выдал, а всю статью, весь материал, по сути дела, это крик души из администрации президента Украины. Шеф, все пропало. И зачем это все? Вот вопрос, зачем? То есть я невольно прихожу к выводу, что этот крик души решили донести до украинцев не в виде прямого обращения Зеленского по телевизору или там, скажем, Ермака. Ни тот и ни другой, видимо, не взяли на себя ответственность, просто побоялись сказать то, что сказано в этой статье. Поэтому решили довести эту мысль до украинцев через статью в журнале The Time. Вопрос. Зачем они это сделали вообще? Потому что тут два варианта. Это или же удар ножом в спину, вот лично же Зеленскому, который там единственный борец, а остальные хотят просто вот свалить и все, обвинить его во всем и бросить его в беде. Это один вариант. Или же стремление все вместе соскочить с лодки и сбежать с корабля, поскольку ситуация типа безысходная. То есть тут возможен и один, и другой вариант. Основная проблема, которая здесь обсуждается – коррупция. И, судя по всему, Соединенные Штаты, глядя на то, как борется Зеленский и его команда с этой коррупцией, они не верят, что он, то есть Зеленский, собирается ее решать. Вообще, в принципе. Было много времени. От февраля, да даже раньше было. Первая весточка была в январе еще 22 года. Теперь в феврале уже прислали. Теперь накануне визита прислали. Ну, сколько ж можно? Тут эти зависимость, или наркозависимость, или клептозависимость неизлечимая проблема. Из статьи следует, если верить, значит, некоторым помощникам, источникам информации, что Зеленский очень переживает. Ну, очень переживает. Надо бороться, сопротивляться, только победа. Он не верит, никакого перемирия, но ни черта не делает. По решению главного вопроса, ему дали задание из Вашингтона. Хочешь бабки? Но это нормальный разговор. Если ты идешь в Соединенные Штаты в банке, просишь деньги, тебе проверят все твои доходы, расходы, ну, в зависимости от того, сколько ты просишь. Абсолютно. То есть ты должен доказать, что ты можешь это сделать, под что ты берешь эти деньги. То же самое фактически и очень деликатно предложили ему сделать, он это дело полностью провалил. Вот. Понимал или не понимал? Я уверен, что он так вот получается, что он понимал, поскольку какое он задание дал в феврале месяце? Он дал время, решайте, втихаря решайте вопрос, замутите его как-то, объясните, но чтобы никуда ничего не вырывалось. Это не борьба с коррупцией. Это не борьба, это просто сокрытие преступлений в области коррупции. Ну и дальше из этой же статьи следует, что Зе готов
Зеленский готов сражаться до конца, но команда, она недовольна этим. Она считает, что неадекватно воспринимает ситуацию, и поэтому это мешает им делать альтернативные предложения президенту, разрабатывать их. А какие могут быть альтернативные предложения? Ну, наверное, то, чего они почти добились в начале еще агрессии российской в Стамбуле, когда Путин говорил, что хорошие предложения были. Почему же так до конца не довели? Потому что Буча помешала, а так бы уже были на столе и так далее. То есть они готовы уже сливать воду. То есть весь вопрос только как. И тут дальше мы подойдем, как они, судя по всему, решили это сделать. Почему они сейчас все это сделали? Вот сейчас, как я бы сказал, Митч МакКоннелл борется, как лев, борется за предоставление помощи, за голосование помощи по пакету помощи Украине. Гарсия, конгрессмен, как я вам сегодня рассказывал в предыдущем видео, работает над докладами, говорит, что надо сделать, как это можно подтянуть. Мы не можем оставить Украину, говорит республиканец Гарсия. И в это время наносится удар. То есть вот эти люди, которые донесли до Саймона Шустера всю эту информацию. Ну вот они думали, интересно, что когда это будет опубликовано, как после этого американцы, они же прочитают. Завтра МакКоннелл прочитает эту статью, Гарсия, как они дальше будут бороться за предоставление помощи Украине. Я не представляю себе. То есть, если бы российские спецслужбы, Кремль, вот сейчас, в этот решающий момент, когда помощь, вопрос о ней висит на волоске, захотели бы нанести смертельный удар по этой помощи, они бы ничего лучшего не смогли бы приделать. То есть, ну, опять вот сильнейший удар. Вы помните, была история, когда проникли 5 американцев, вернее, там еще поляк был, на позиции на линии фронта ВСУ, и там они высмотрели, вынюхали там все, и потом подробно доложили, какие там недостатки оказались. Ну, то есть, прямо разведдонесение было для Кремля. И так потом это все и подтвердилось, как они написали. Так вот, это второе разведдонесение в Кремль или на Лубянку, разведдонесение помощников президента Зеленского о том, что внутри там провал, полный провал, разбор, рот и шатание, люди не знают, чего делать. Ну, кто же им деньги даст после этого на оборону? Не знает, что делать, с коррупцией не борется. Ну, зачем деньги давать-то? То есть это интервью, это убийственное просто, пагубное, идиотическое интервью. Это просто подарок Путину. Зачем они все это сделали? Кто давал эту информацию для Саймона Шустера? Гвоздь этой статьи. Поставить своего человека во главе ВСУ. Вот этот абзац, где речь идет о том, что будут изменения. Уберем министра и генерала какого-то. Поставить своего человека во главе ВСУ. Заморозить ситуацию. То есть де-факто признать аннексию или границы по существующей линии соприкосновения. А дальше, имея своего человека во главе ВСУ, держаться у власти столько, сколько получится. Этот человек, новый генерал, как я вам сказал, будет иметь тесные отношения с Москвой. То есть там военная академия, она просто обязана там присутствовать, какая-нибудь московская. Ну вот, а денег наворовано немало, на 4 эскадрильи F-16, и вот будут на эти деньги удерживаться у власти. Кто будет назначать этого генерала? Тот, кто назначал все эти, этого самого Резникова, Татарова и все остальное прочего. Кто у нас начальник кадров неофициальный? Догадайтесь одного раза. Я думаю, называть даже не стоит эту фамилию. Теперь, насколько правда, правдивая история о вот жестком, непоколебимом Зеленском, который готов бороться до конца, а не слить вместе со своей командой, слить страну. Ну, тут вариантов немного. Если он искренен, то после прочтения этой статьи The Time он должен гнать всю свою команду
и формировать команду национального спасения, единства, как угодно. Вот с чего Израиль начал ответ на террористическую акцию Хамас? Он начал с формирования правительства национального единства. Или в Китае, когда товарищ Си Цзиньпин взорвался несколько месяцев назад, в Китае, как оказалось, есть совет старейшин в партии, неформальный, но очень влиятельный орган. Его вызвали туда, на партсобрание, и поставили ему на вид его ошибки, заблуждения. Товарищ Си очень был расстроен, но пообещал исправиться. Это называлось совет старейшин. То есть, вот вариант или тот, или другой. Если, значит, мы думаем о том, что он вместе с командой готов сливать Украину, ну, тогда это все, значит, статья направлена на то, чтобы вот эти заговорщики, они никто просто. То есть народ же их разорвет. Им нужно оставить лидера, который будет иметь еще какое-то доверие в народе. Он им нужен для крыши. Поэтому они рисуют его как человека, который, он честный, он боец, он не готов сливать. То есть он им нужен по договоренности, это договорняк для сливания Украины. И когда эта команда заговорщиков, в которую входят помощники же его, будут прикрываться им, человеком, который готов сражаться до конца, а они сливают. На самом деле ситуация плоха. Плоха она тем, что до нынешней ситуации, в общем-то, довел сам Зеленский. И его команда, которую ему дали, потому что сам Зеленский оказался неквалифицированным для должности президента. А критерии членов этой команды, я говорил, 2, больше не надо. Это профессионал и не вор. Они были порушены и вместе, и один, и другой оказался. И вор, и непрофессионал. Куда только пальцем не ткни. Тут недавно, несколько недель назад, было интервью Буданова, журналистки украинской, которую я не помню ее фамилию, но ее называют иногда украинская Скобеева, где, то есть я только вот отдельно фразу слушал, по-моему, это был шорт какой-то, где он говорит ей, что есть серьезная проблема сейчас в государстве украинском. Это клуб 70+. То есть люди в возрасте 70 с чем-то лет, и вот они мешают успешному развитию и победоносному Украине. Я бы категорически с этим не согласился. Основная проблема сейчас украинского государства – это не клуб 70+, а клуб вороватых лохов 35+. Вот в чем проблема. Или вороватых непрофессионалов. И вот к чему это все привело. Теперь, что делать? Выход есть. Значит, для начала, чтобы, вот если действительно Зеленский имеет это желание и думает о том, как спасти страну, значит, ему нужно сделать следующее. Разогнать эту опу во главе с Ермаком и отдать последствия Резникова. Это немедленно. То есть американцам сейчас надо послать сигнал, что он провел домашнюю работу, надумался и наконец-то начал действовать. Дальше. Никаких выборов. Военные действия, волеизъявления никто не проверит свободного. Поэтому никаких выборов. И, главное, никакой смены командующего ВСУ, потому что нет в гражданском руководстве страны человека, у которого есть образование, опыт работы, вообще квалификации, который мог бы профессионально назначить кого-то нового на должность командующего ВСУ. Это как мне сейчас. Вот мне скажут там, подготовь кандидатуру на должность главного нейрохирурга Соединенных Штатов Америки. Ну, не смогу этого сделать. Я не знаю,
критериям, который должен обладать этот нейрохирург. Нет у меня квалификации. Также нет на банковской квалификации человека, который мог бы успешно провести смену командования. Нет компетентности. Следующее. Оставим, поскольку перевыборов нет, оставим следующее правительство, там бог с ним. Пойдем по китайскому пути. Совет старейшин. Слава Богу, есть еще люди, которые, я считаю, чисто интеллектуально, по опыту, они могут представлять собой национальное достояние. Вот министр обороны. Я слышал уже через 3 недели после того, как назначили Умерова, о том, что он совершенно не подготовленный для должности человек. А учиться в воюющей стране, да и в такой ситуации тяжелейшей, военной, экономической, некогда учиться. Это не мирное время. Нужен квалифицированный министр обороны. То есть вариант. Можно на должность министра обороны генерал Радецкий. Или же его советником, того же Зеленского, я повторяю, убрать опу Ермака и взять в советники действительно интеллектуалов, которые это мозг нации. Генерал Радецкий – это единственный военнослужащий сейчас генерал, который обладает опытом командования на уровне больше бригады, о чем говорили американцы. Провал это. Он научит, как это проводить подобного рода операции. И он еще жив, и в прекрасной спортивной форме, насколько я знаю. Так на кой же черт брать какого-то адвокатишку, да еще с такими связями в Москве, который ни черта в этом не смыслит, в этом Министерстве обороны, когда у тебя есть такой генерал. И еще, стратег. Кто сейчас национальной безопасностью у нас занимается в Украине? Занимается специалист по уходу за животными и птицами, зоотехник. Это издевательство над страной, как же вы не понимаете? Нельзя же ее выставлять в таком свете перед всем миром. Есть же предел чего-то. Если вам нужно сделать операцию, вы же не позовете специалиста по уходу за животными или за птицей. Если вам надо управлять вашими деньгами, вы тоже его не позовете. Так на кой же черт вы ставите его управлять, вернее, позволяете его назначать на управление безопасностью государством в такой тяжелейший момент, когда в стране есть еще господин Горбулин. Я не знаю, многие могут что-то придумывать там и так далее. Я узнал господина Горбулина виртуально, когда я прослушивал, вернее, работал над пленками, сделанными тайно в кабинете президента Кучмы. Я там виртуально присутствовал не менее 500 часов. И там Горбулин был один из тех, кто приходил к президенту, докладывал. То есть я мог оценить, кто есть кто. Это умнейший человек, умнейший, это стратег. Он руководил предприятием, отраслью, которой гордилась вся страна. Это была одна из преимуществ Советского Союза над гнилым капитализмом, я имею в виду космическая индустрия. Так воспользуйтесь. Он преклонный возраст, его надо попросить. Но то, что он сделает, это будет бесценно. То есть это спасение, я вижу. Вот в чем я вижу возможное действие. Все остальное, да, вот это сделать, я считаю. Разогнать опу, под следствие этого самого Резникова, назначить 2 хотя бы советников, хотя бы на общественном начале, генерала Радецкого и господина Горбулина, и просить у американцев денег. Хорошо бы еще вернуть бывшего посла Украины, который был в Великобритании, и вообще профессионалов, вернуть вместо этих самых сексологов там и так далее на их места. И заняться улучшением международного имиджа Украины. То есть ситуация вот такая, господа. Как на нее не посмотри, она критическая, я считаю. То есть страна в смертельной опасности. Она на грани реальной зрады. И вот эта статья, те, кто давал интервью, они имели в виду именно эту зраду. То есть они сначала прокинули через американский журнал вот эту идею. Давайте сейчас поменяем генерала одного. Все.
Ну, а ситуация уже, видите, какая безвыходная. Денег не дают. То есть они еще решают, американцы, дать, как дать, борются за то, чтобы дать, а эти ножом в спину. Куда ж давать-то, когда нафига нам деньги, когда у нас все безысходное. Нет слов. И все-таки, господа, я верю. То есть, ну не может идиотизм продолжаться бесконечно. Время принимать решения. Я верю, что они будут приняты, поэтому слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит. Победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.